Здравствуйте, дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Этот видеоролик будет посвящен теме обработки винограда перед зимним укрытием. Сейчас середина ноября, нахожусь я в Московской области, и в прошлом своем ролике я вам показывал, как я использую для обработки виноградных лоз раствор марганцовки. Из пропорции 7 граммов марганцовки на 10 литров воды. Таким раствором я обрабатывал виноградные кусты. Сегодня я вам покажу другой способ и другой препарат, который я также часто использую для обработки виноградных кустов, кустов ежевики, а также для обработки цветущих кустарников. И сейчас я вам все подробно покажу и расскажу непосредственно на виноградных кустах. Для начала я обработаю неукрывной сорт винограда, который у меня останется зимовать без укрытия. Вы видите лозы, они расположены сейчас прямо на шпалере, я их уже обрезал. Вот в таком виде он у меня останется зимовать. Я его также обработаю. Сегодня небольшой ветерок, но что делать, приходится с этим мириться. Обязательно тщательно обрабатываю центр куста и также прилегающую к нему поверхность у основания куста. Вот таким образом каждую плодовую лозу тщательно обрабатываю. А вот этот кустик, это сорт винограда Леон Мийо. Это винный сорт, и зимостойкость у него не очень высокая, поэтому я его ежегодно укрываю, и сейчас я его обработаю. Обрабатываю я раствором медного купороса, 100 грамм медного купороса растворяю в 10 литрах воды. Вот таким раствором я обрабатываю виноград перед укрытием. Это один из вариантов, который я использую осенью. Также очень часто я использую для обработки виноградных кустов, а также черенков винограда перед закладкой их на хранение раствором марганцовки. Раствор марганцовки я использую в другой пропорции, естественно. Я использую 10 грамм марганцовки, растворяю в 7 литрах воды. И вот таким насыщенным бордовым раствором я также обрабатываю виноград, ежевику, розы, другие растения, которые требуют осеннего зимнего укрытия. Очень хорошо марганцовочка справляется со своей задачей обеззараживания растений от грибков, от болезней и предотвращает развитие плесени в тот период, в зимний, когда возможны оттепели. То есть под укрытием положительная температура, может образоваться конденсат. И вот чтобы не образовывалась плесень и грибков, обязательно нужно виноградные лозы, виноградные кусты перед укрытием зиму обработать противогрибковыми препаратами. Обрабатывать нужно очень тщательно. Желательно, конечно, в безветренную погоду, но сегодня у нас небольшой ветерок, но ничего страшного. Вот таким образом основание, голову куста или штамп также нужно тщательно обработать. И таким образом обрабатываю все части растения. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, данное видео было вам интересно и полезно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видеоролики. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. В комментариях также вы можете поделиться вашим опытом выращивания и обработки винограда в ваших условиях. Если это видео вам понравилось, можете поставить лайк. Хороших вам урожаев. До новых встреч!